Скифские цари. Как и прочие древние народы, скифы управлялись царями, имевшими необычайно большую силу и влияние в обществе. Но если имена их современников Дария, Александра, Кира или Тиграна говорят о народах Евразии, то о скифских царях почти не упоминают. Тем не менее, это большое упущение, ведь среди них были и мудрецы, и полководцы, и герои своего времени. Начнем рассказ о скифских правителях подробно. Вообще, название скифы довольно размытое. Греки не слишком хорошо описывали варварские народы, часто причисляя совершенно разные племена к одному этносу, а название давая по каким-то несущественным признакам, либо сильно коверкая из-за особенностей языка, самоназвания племен. Известно, что скифов греки назвали так, благодаря, по всей вероятности, общеиндоевропейскому корню «скута», то есть «стреляющий». Самоназванием же скифов было слово «сколот». Но следует оговориться, что скифы не были единым народом. Они делились на множество племен, мало похожих друг на друга, имеющих разный статус, внутри их иерархии и ведущих разных образ жизни. Сейчас под скифами принято понимать культуры, где находятся относительно европеоидные кочевники Евразии, применяющие короткий меч акинак, колчан для лука типа горит с тонкими стрелами, звериный скифо-сибирский стиль в искусстве, имеющих признаки иранского языка в именах собственных и лексике. Среди скифов выделяются несколько групп. Причерноморские скифы, кочевавшие в Европе и знакомые грекам, уже доказано, что они пришли в Европу с востока, с Алтая или Хакасии. Они несколько отличались внешне от прочих, особенно после похода в Ассирию и возврата назад. Внутри их подгруппы различали скифов-пахарей, которые торговали хлебом с греками, собственно кочевых скифов, а также неких царских скифов, которые властвовали над прочими и чурались иных занятий, кроме войны. Азиатские скифы – кочевники северного Казахстана, Урала, запада Монголии и Алтая. Собственно, они и охраняли прародину народа, постепенно смешиваясь с монголоидными аборигенами. Наиболее известными среди них были сарматы. Саки и массагеты – юго-восточная группа скифов, населявшая степи Средней Азии и объединенная общим названием Туран. Занимают промежуточное положение между двумя группами, при этом антропологически часто бывая более европеоидными, чем западные и северные родичи. Происхождение скифов довольно запутано. С одной стороны, это явные индоевропейцы, обитатели степной зоны, ближайшие родичи срубной, андроновской и прочих протоиндоевропейских культур. Но с другой, в их геноме столько вкраплений иных народов, что можно говорить о постоянном притоке иноплеменников, что уже нельзя сказать, жили ли скифы в Европе всегда, или пришли из Азии, или то и другое случилось одновременно, и скифами стали разные группы племен. Так как история скифов известна в основном благодаря грекам и персам, то по их описанию мы и пойдем, начав со сведений Геродота о вторжении скифов из Азии и разгрома ими киммерийцев, предшествовавших тем в степях и близких родичей. Таргитай некий первый скиф, родоначальник племени, отец сыновей Калаксая, Липоксая и Арпаксая, ставших во главе 3 скифских родов. Что интересно, это же имя назовет аварский посол в Византии 1000 лет спустя, что намекает на корни аваров от азиатских скифов. Колаксай стал во главе царских скифов-паралатов, символом которых стала ритуальная чаша, из которой пили кровь врага. Липоксай стал царем авхатов рода скифов-пахарей, живущих в глубине материка и торгующих продуктами земледелия. Воевать они также могли, но в чрезвычайных случаях, например, при нападении персидской армии Дария на Скифию. Арпаксай стал вождем катиаров касты скифов, неясного рода занятий, вероятно скотоводов, из которых же набиралась и большая часть войска. Ишпаксай – царь скифов, вторгшихся в Ассирию, и также победитель киммерийцев. Его имя можно вывести из иранского корня, означавшего собаку, что имеет связь в описании победы скифов над киммерийцами при помощи неких крупных собак,
заводчиком которых мог быть род Ишпаксея. Однако ранний этап нашествия скифов был неудачным, и Ишпаксей погиб в битве с ассирийцами. Портатуа встал на его место и внезапно предал союзников, переметнувшись к Ассирии, что позволило той выйти из войны без поражения, а союз закрепил династическим браком. Его сын Мадий еще больше упрочил союз с Ассирией, громя ее врагов, а также и своих бывших соратников по коалиции, тем более преследуя киммерийцев, с которыми у скифов были какие-то невероятно жестокие счеты. При нем скифы в Азии стали самой грозной силой, наводя ужас на города Средиземноморья, окончательно добив киммерийцев и ворвавшихся в Египет, отчего фараон был вынужден откупиться от них колоссальными дарами. Царь Кеоксар из Мидии положил конец успехам не в меру кровожадного родича. Устав от скифского беззакония, он пригласил знатных скифов на пир, якобы обсудить выгодные вопросы, где напившихся пьяными вождей перебили его люди, включая и самого Мадия. В течение 28 лет скифы властвовали над Азией, и за это время они, преисполненные наглости и презрения, все опустошили. Ибо, кроме того, что они с каждого взимали дань, которую налагали на всех, они еще, объезжая страну, грабили у всех то, чем каждый владел. В тот же период в самой Скифии правил царь Ариант, который провел перепись населения, так как ведение войны на юге людей стало катастрофически не хватать. Метод выбрал оригинальный отлив котла из наконечников стрелы, которую приносил ему каждый скиф, вышел титанических размеров сосуд. Он приказал для этого всем скифам принести по одному наконечнику стрелы, и каждому, кто не послушается, грозил смертью. Тогда скифы принесли такое множество наконечников, что царь решил воздвигнуть из них себе памятник. Он повелел изготовить из наконечников этот медный сосуд и выставить в Эксампее. Вот сведения, которые я получил о численности скифов. Царь Ариапиф, буквально имеющий арийский облик, наложил свою руку на греческие города побережья, и с тех пор Ольвия стала скифским протекторатом. Царь Гнур известен лишь тем, что стал отцом сыновей, вошедших в скифскую и греческую истории. Первый мудрец Анахарсис, переселившийся из Скифии в Грецию и покоривший там публику глубиной познаний и суждений. В Грецию Анахарсиса привело желание изучать науки и законы управления обществом. Так, по сведениям Лукиана, Анахарсис пришел в Афины, стремясь страстно к эллинскому образованию. Он хотел впитать в себя все самое прекрасное в Афинах, а потом и в остальной Греции, узнать про законы, что мудрее всех, и про людей, что лучше всех, и обычаи и празднества их всенародные, и жизнь и строй государственный. Его имя можно перевести с иранского как «неуязвимый», и он считал себя саком, а не скифом собственно. Анахарсис бродил по городам с речами, из которых осталось около 50 его цитат о разных областях жизни. Он изобрел якорь, усовершенствовал гончарный круг и парус, лечил людей во время эпидемий и был причислен к семерке величайших мудрецов Греции. Саки, пасущие агнцев, рождением скифы. Живут же в Азии хлебом обильный. Хотя и намадов потомки, но непорочных людей. И Эфор, называя Анахарсиса мудрым, говорит, что он принадлежал к этому племени и считался одним из 7 мудрецов за безупречную моральную чистоту и разум. Его брат Савлий прославился лишь убийством Анахарсиса из-за увлечения того иноземными обычаями. Это было тяжкое преступление для скифа, и Анахарсис будет не первой жертвой обычая среди царей. Анахарсис в странстве увидел, как кизикенцы справляли праздник Матери Богов. Анахарсис дал богине обет: если он возвратится домой невредимым, то принесет ей жертву по обряду, какой он видел. Вернувшись, Анахарсис совершил обряд, как ему пришлось видеть. При этом навесил на себя маленькие изображения богини и бил в медные тарелки. Какой-то скиф донес царю Савлию. Царь сам прибыл на место и убил его стрелой из лука. И поныне еще скифы на вопрос об Анахарсисе отвечают, что не знают его. Иденферс, царь скифов, встретивший войско Дария Персидского, сын Савлия, был вынужден отвечать за жестокость Мадия в Персии,
перед миллионным войском Дария. Это привело к бунту против скифов половины подчиненных племен, под предлогом, что они не несут вины за проделки скифов в Ассирии и воевать отказываются. Царь добился блестящей победы, заранее вывез ценные семьи вглубь страны, измотал персов блужданиями по выжженной скифами же степи, постоянно нападая ночами, отравляя колодцы и поджигая поля, а завел персов в итоге в земли отказавшихся воевать ренегатов. Загнанные в угол персы заперлись в брошенном деревянном городище, скифы окружили их и взяли в осаду. Вскоре Дарий бежал, бросив свое войско и едва спася живым сам, став синонимом военного позора. Никогда прежде я не убегал из страха ни от кого. У нас нет городов, нет засаженных деревьями полей, нам нечего опасаться. Если вам необходимо ускорить сражение, то вот, есть у нас гробницы предков, разыщите их, попробуйте разрушить, тогда узнаете, станем ли мы сражаться с вами. Вместо земли и воды я пошлю тебе такие дары, какие ты заслуживаешь, а за то, что ты смеешь называть себя моим владыкой, я еще расплачусь с тобой. Иданфирс в письме Дарию. Скопасис, соратник Иданфирса, царь Савроматов, который вел Дария по кругу, рискуя своими воинами, и маяча все время на горизонте войска персов, не давая тем ни сбежать с поля боя, ни догнать его армию, считался по итогам войны крайне умелым и быстрым вождем, чье проворство принесло победу всему народу. Царь Скил еще один царь, павший жертвой мультикультурализма. Согласно сообщениям Геродота, мать Скила была гречанка и научила его греческому, родному, языку и грамоте. Уже будучи царем, он выстроил в Ольвии большой дом, в котором во всем жил по-эллински и приносил жертвы богам по эллинскому обычаю. Иногда он посещал Грецию, где уже мог не таясь жить так, как хотелось ему лично. Был выдан скифам, недругами, с доказательствами неверности обычаям и казнен. Тамирис, царица массагетов, победившая персов царя Кира. Персидское войско разбило передовой отряд саков и захватило в плен царевича Спарагиса. Тамирис поклялась отомстить. Алчущий крови Кир, отдай мне моего сына и уходи из этой страны безнаказанно. Если же ты не сделаешь этого, то клянусь тебе солнцем, владыкой массагетов, я напою тебя кровью, хотя ты и не насытен. Царевич, не желая быть предметом тяжелой войны, упросил Кира снять с себя цепи, а когда это сделали, сумел покончить жизнь самоубийством. Войско саков вступило в бой с персами напрямую и разгромило его в чудовищной битве, коей не видели еще варвары, по словам греков. Кир был убит, его труп Тамирис разыскала и после многочисленных издевательств повелела обезглавить и распять. Царь Атий расширил владения скифов до пределов Македонии, что и послужило поводом к его войне с Филиппом, отцом Александра Великого. Атий воевал с фракийцами. В результате действий могущественного царя скифов, часть фракийцев была покорена и обложена повинностями, которые Клеарх Салийский сравнивал с рабским служением. Скифы стали играть важную роль в политической жизни на Балканах. В войне с Македонией Кью, 90-летний правитель скифов, и обрел свой конец. Династии скифов обрываются внезапно, с их то ли уходом куда-то на восток, то ли истреблением от рук сарматов, но Великая Скифия вдруг оборачивается маленькой крымской Тавроскифией и затем исчезает совсем. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.